Всех приветствую на канале Меловой. Сегодня рубрика «Вопрос-ответ». Для начала я отвечу на все вопросы, которые мне были заданы, после чего расскажу об условиях розыгрыша и в конце немножко похрустим этой тарелкой ассорти мела. Из чего она состоит, расскажу чуть позже. Итак, насчет вопросов. Я сейчас буду для начала зачитывать вопрос, потом давать свой развернутый ответ. Если вы видите, что вы бы ответили по-другому или можете чем-то его дополнить, обязательно пишите в комментариях. Интересно почитать ваше мнение по поводу данных вопросов. Ну и также, если у вас есть какие-то интересные подобные вопросы, конечно же, задавайте их в комментариях, на следующих роликах мы их разберем. Давайте, следующий вопрос. Как вы думаете, почему некоторые люди решают есть глину или мел? Ну, наверное, тут ответить проще всего на своем примере. Я сам его кушаю лет с 6, наверное. Ну, вот такая вот тяга у меня с самого детства к нему, да. И тут нет такого, что вот люди решили для себя, что нужно начать есть мел или глину. Скорее всего, это недостаток каких-то микроэлементов в организме. То есть это, допустим, кальций, железо, возможно, анемия. То есть, чтобы узнать вообще эту причину, ну, наверное, лучше, чем врач и сдача каких-либо анализов вам здесь не подскажет. А в целом, почему люди решают это есть? Ну, вот просто у них есть эта тяга. У меня она с самого детства, у кого-то, в большинстве случаев у женского пола, да, она появляется во время беременности. Опять же, нехватка каких-либо витаминов в организме. Поэтому какой-то такой ответ. Идем дальше. Какие полезные свойства могут быть связаны с употреблением мела или глины? Блин, на самом деле здесь очень сложно найти полезные свойства, скорее проще найти не полезные свойства. То есть, ну, наверное, если мы возьмем тот же самый каолин, если его употреблять правильно, а это разводить водой, то это помощь для пищеварения будет, да, небольшой такой апгрейд организма, очистка от разных шлаков. Если мы возьмем глину, ее можно использовать в косметических целях. У меня даже ролики есть на канале, где я маску из глины делал. Что может быть еще? А употребление самого мела, мы вернемся чуть ниже на следующем вопросе к данному моменту. Блин, ну здесь действительно, так как мел не является пищевым продуктом, очень сложно найти какие-то полезные свойства, так как никакого усвоения в организме, неважно сколько вы сидите, хоть тонну мела, да, ну грубо говоря, килограмм пусть это будет, у вас даже 1% кальция, он просто не усвоится, ну или железо, тут кто из-за чего употребляет. Вот какие мифы или ложные представления о поедании глины или мела вы хотели бы опровергнуть? Здесь, наверное, самый популярный вопрос. Вот из 20 человек, которые напишут по заказам, 2 человека обязательно будут, которые спросят, у вас именно пищевой мел? И я, как есть, отвечаю всегда, что пищевого мела в принципе не существует. После чего задается вопрос, то есть у вас природный мел без добавления каких-либо химических там элементов и так далее. Я отвечаю, что да, ну либо просто рассказываю об этом. Потому что на всяких маркетплейсах, таких как Озон, Wildberries, да даже Авито, вы найдете кучу объявлений, на которых будет указано именно пищевой мел. Но пищевого мела его априори, так скажем, просто, но его не существует. Вот, допустим, пищевой мел, он есть в аптеке, да, но аптечный пищевой мел, который действительно можно кушать, он, так скажем, утолит какие-то потребности организма, да, в плане действительно важных и значимых элементов, в плане витаминов. То есть, если вы ни разу не кушали природный мел, но вот потребность у вас есть, и вы купите аптечный мел и природный рядом положите. Если вы скушаете аптечный, вы не кайфанете со вкуса ни капли, но какие-то вот эти потребности в организме он закроет. Потому что это все-таки как пищевая добавка является, и это не совсем, это вообще не природный мел, это совершенно что-то другое, ближе вообще к чистому кальцию. Если мы говорим о природном меле, если вы точно так же попробуете природный мел, вы максимально просто кайфанете. Это то же самое, что, я не знаю, там, сладкоежки, безумно обожающие сладкое, они будут его есть неделю, и вот спустя неделю они его попробуют. Одно дело, когда ты ешь готовый уже продукт, другое дело, когда ты ешь витамины, чтобы закрыть потребность в этом продукте. То есть природный мел не закроет потребность самого организма в нехватке, там, кальция, железа или еще чего-то, но он закроет здесь и сейчас вашу вот эту хотелку. Ну, какой-то такой у меня ответ на данный вопрос. Следующий. Как продавцы, вы можете убедить потенциальных клиентов в качестве безопасности вашей глины и мела? Ну, видите, так как это не является пищевым продуктом, а 90 и 100% людей понимают то, что мел и глина это не пищевой продукт, соответственно, никаких там сертификатов, проверок лабораторных не проводится, потому что как можно сделать какую-то лабораторную проверку и для чего на тот продукт, который не является пищевым? То есть это сам по себе такой абсурдный вопрос, наверное, да, поэтому какой-то такой ответ, но немножко ниже и более развернуто к нему вернемся.
Что вас вдохновляет продавать такие необычные продукты, как глина и мел? Ну, наверное, опять же, то, что я сам кушаю его с самого детства. Я не знаю, что вдохновляет людей, которые не употребляют мел или глину, но занимаются ее продажей. Наверное, финансовая точка зрения, но для меня в первую очередь вот это все интересно тем, что я сам это кушаю. То есть у меня, допустим, в ассортименте более 300 сортов мела, глины, глиномела в кусковом, в пиленном виде. И поэтому, конечно же, каждую позицию своего ассортимента я пробовал и описывал на этом канале. То есть на каждый сорт вы найдете описание, которое я сам пробую. И даю какое-то свое полноценное описание. Поэтому, ну, меня, наверное, вдохновляет то, что мне нравится заниматься этим делом. Дальше. Есть определенные правила или регуляции, которые вы должны соблюдать при продаже мела или глины. Ну, здесь в основном идет очистка полностью мела, глины, неважно какой это продукт. Что еще можно добавить? Просушка, но опять же не всегда получается идеально его просушить, да и некоторым людям он в принципе нравится именно во влажном таком виде. Но опять же в любом случае очистка идет мела, то есть снимается первый слой, вот допустим, вот здесь можно посмотреть, вот такой мелок в разрезе, и вот здесь лучше видно, потому что вот этот жирный, как он зачищен. То есть, ну, очистка идет ножом, поэтому в любом случае какая-то вот эта вот предпродажная, так скажем, подготовка мела или глины, любого там товара, да, она осуществляется в любом случае. Идем дальше. Какие преимущества глины и мела для кожи или зубов можно назвать? Вот опять же, в предыдущем вопросе я уже ответил, то, что, допустим, каолин способствует пищеварению. Для кожи, опять же, можно делать какие-то маски, да, из глины. Можно посмотреть это на канале, ролики подобные были. А для зубов, ну, в любом случае, как и любой даже пищевой продукт, стирающий эмаль, мел здесь как бы не отстает в этом плане, потому что, ну, в любом случае эмаль будет стираться, это все-таки, грубо говоря, камень, да, окаменелость. Какие полезные свойства для зубов? Ну, возможно, предотвращение кариеса, и опять же, кто употребляет именно мел в большом количестве, я думаю, все-таки это небольшая белизна зубов. А опять же, что касаемо глины, здесь я, наверное, полезных свойств не найду именно для зубов, по крайней мере. Поэтому какой-то такой ответ на данный вопрос. Что вы думаете о влиянии блогеров на поведение людей, которые решают есть глину или мел? Здесь опять же, смотря какой посыл несет блогер и какой человек его смотрит. То есть, если у блогера посыл как раз таки о том, что мел и глина это пищевой продукт, то, конечно же, если его смотрит человек, который входит вот в эти 10% из 100, которые вообще не разбираются, что такое мел, глина, вот хочется и все, то это, конечно, пагубное влияние. Опять же, если такого человека будет смотреть разбирающийся в меле или глине человек, то он, конечно же, сразу там, ну, скажем так, разнесут этот посыл, потому что люди понимают то, что это не является пищевым продуктом ни в коем мере. Если, допустим, опять же, этот же блогер рассказывает все как есть, то что это не пищевой продукт, но, опять же, мы все с вами прекрасно это понимаем. То есть, если вот эти 10% здесь меня смотрят, то они уже давно поняли, то, что мел или глина не являются пищевым продуктом. Как по комментариям, так и, наверное, в целом по тому посылу, который несу я. В общем, я ответил на все заданные вопросы. Пишите в комментариях свое мнение на эти вопросы, если оно у вас есть какое-то дополненное, да. И также задавайте свои вопросы, если у вас такие имеются. А теперь перейдем к розыгрышу. Итак, в розыгрыше будет участвовать 10 килограмм мела, глины, глиномела, кускового мела, пиленого, пробные наборы, ассорти. В общем, такой набор очень насыщенный, особенно если выиграет человек в этом розыгрыше, кто вообще только-только начинает кушать мел или глину, то он, конечно, кайфанет с такого супер набора. Итак, все условия находятся в самых первых строчках описания данного ролика. Там ссылка оставлена на ролик, где прям такой смачный АСМР хруст происходит. И в конце я объясняю условия. Условия очень простые, доступны для всех. Это сделано на новой платформе Дзен от Яндекса. Ну, по крайней мере, для меня эта платформа новая, кто-то пользуется ей уже давно. Поэтому, ребят, если у вас есть желание поддержать меня как начинающего, так скажем, блогера на данной площадке, буду только рад вас там видеть. Если у вас есть желание и вы туда зайдете только ради розыгрыша, опять же, буду только рад вас видеть. И если у вас есть желание видеть что-то новое в плане АСМР, хруста, какого-то описания, опять же, заходите туда, там будет новый ролик, который здесь на данный момент не опубликован. В общем, какой-то такой нюанс. По условиям все очень просто. Давайте теперь немножко похрустим. Здесь у меня тарелка ассорти, которая собрана довольно давненько уже.
Он очень хорошо просохший, этот мелок. Вот здесь я уже его откусывал, это мел Севрюкова. Буду его откусывать и давать свое примерное описание. И так понемножку каждого. Данный мелок я не сильно люблю. Севрюкова он такой довольно сухой сорт. Сухой сорт с ярко выраженным побелочным привкусом. Очень легко откусывается. Почти без крупинки. Ну, побелочный вкус это основополагающее у данного вида. Поэтому перейдем к следующему виду. Здесь даже по очистке, я вот вам до этого сказал, сразу видно, что это жирный мелок. И довольно увесистый. Жирные сорта это просто one love. Здесь можно даже не один раз откусить. Вкус чистый, вот этот вот меловой, какой я как раз таки люблю. Довольно сливочный, увесистый, откусывается средний. Крупинка у него присутствует, но она прям такая в кашицу растворяется. Больше даже мелок на что-то типа ванили похоже, вот на что-то такое. Но вкусненький, очень вкусненький. И небольшая сластинка в нем прослеживается. Следующий мелок тоже жирный. Моментально по нему это видно, потому что он, во-первых, жирные сорта. Здесь все просохшие, то есть здесь нет такого, что один там, допустим, влажный, из-за этого он идет увесистый. Нет, здесь все сорта просохшие, поэтому тоже сразу видно, что он является жирным, либо глиномелом. С небольшой даже горчинкой, кстати, вот этот. Вкус немножко прослеживается тоже побелочный. И будто бы что-то из асфальтового есть. По сорту сложно на самом деле подсказать, потому что жирных сортов огромное количество в ассортименте. Это не глиномел, именно жирный вид. По цвету и маркости. Маркость очень-очень огромная. По цвету, кстати, он наоборот подходит на глиномел, но по своей структуре он чувствуется, что это просто жирный мелок. Следующий. А вот в нем присутствует привкус пищи бумаги, вот как в Тунгуштаразе. Очень сильно он на него похож. Я даже не подскажу, что это за сорт, но это жирный мелок. Откусывается средний, по своей структуре чем-то даже похож на снежок. Такая легкая сливочность. Кстати, вот что я могу посоветовать тем людям, которые вообще в принципе начинают или давно кушают мел или глину. Кушайте, если вы ее глотаете, то нужно прям хорошим количеством воды запивать, чтобы организму все-таки было немножко полегче. Итак, следующий.
Здесь у нас сразу вкус сырости, подвальный такой привкус. С небольшой горчинкой он идет. Жирный мелок. Вот этот точно не могу утверждать, но судя по тому, что он весь и по своему цвету, тоже жирный. Не угадал. Это сорт тюменский. Вот здесь вот вкус известковый, настолько побелочный он. Очень-очень сильно он здесь присутствует. Были поставки, где он наоборот безвкусный приходил, но последние полгода, вот многие, кстати, клиенты тоже пишут, что в нем очень насыщенный побелочный вкус, прям вау. Откусывается данный мелок даже не средне, а, наверное, тяжело скорее. Хруст хороший в нем присутствует. Какое послевкусие, это вау. Поэтому сразу можно сказать, что это глиномел из ряда Эллин, Красавчик, Элит. Ну вот, что-то такое, скорее Эллин, либо Красавчик. Очень сливочный, откусывается, ну, наверное, тяжело. Это еще от маленького кусочка его легко откусить. По вкусу присутствует сластинка, небольшое побелочное послевкусие. И вот это вот такая вот прям маленькая ниточка вот чего-то глиняного прослеживается. Это что-то интересное из сухого, скорее всего. Я просто примерно помню, какие сорта сюда положил. И вот это либо Белая гора, либо Белогорье. Вкус тоже довольно яркий, побелочный, но уже не так раскрывается, как в тюменском. Откусывается легко, очень мягкий сорт. Быстро уходит в кашицу. Без вот этой вязкости, сливочности, потому что, ну, легенький такой сорт. И вот этот красавец. Давайте посмотрим, что это. Тоже тюменский. И у нас осталась песчанка. Это единственный сорт, который не чистится, а очищается от всяких загрязнений, потому что, ну, вот такие кусочки как бы чистить нереально. Эта песчанка настолько пересушена. Она, наверное, полгода в этой тарелке уже находится. Песчанка нравится очень многому количеству людей. Это земляной травяной привкус с довольно пыльным послевкусием, именно меловым. По жирности она идет
наверное, средняя. В общем, из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сортов, а точнее кусочков, с учетом песчанки, здесь 9 разных сортов. Они действительно все друг от друга отличаются. Опять же, вопрос, да, вы задаете, почему я не чувствую разницу в меле или глине? Ну, я тут могу сказать одно, радуйтесь, что не чувствуете. Это говорит лишь о том, что в вашем организме всего и вся хватает. То есть, ну, в этом плане потребности в организме вашем нету. А опять же, если бы в вашем организме чего-то не хватало, что находится в меле или в глине, там, допустим, да, вы бы разницу эту прям чувствовали и смаковали. А если вы ее не чувствуете, значит, у вас все хорошо. В общем, обязательно ставьте лайк. Жду всех на розыгрыш. Пишите свое мнение в комментариях. Вопросы, не вопросы. Все эти кусочки мы доедим на АСМР формате обязательным образом, потому что не зря же я их столько времени сушил. Но для начала я их все зачищу, чтобы это смотрелось более красиво, так скажем. По маркости, самый марки из всех этих сортов это Белая гора, Севрюкова, либо Тюменский. Вот, смотрите Тюменский, насколько марки. Далее, Белая гора у нас где? Вот кусочек, да? Аккуратненько. Белая гора. Примерно так же. И Севрюкова. Вау. Самые марки Севрюкова. До новых встреч!